Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы будем жарить самые вкусные пирожки. Пирожки с мясом будем делать. Тесто постное. Для теста нам понадобятся такие ингредиенты: вода, сахар, дрожжи, соль, мука и подсолнечное масло без запаха. А для начинки нам понадобится мясо, любое, какое вы любите. На данный момент мы сегодня будем использовать говядину, а также можно и курицу, свинину, можно смешать курицу с говядиной, любое мясо подходит. И лук. Приготовим тесто. Для теста нам понадобится теплая вода, градусов где-то 40. Столовая ложка сахара растворяем. Подробный рецепт в граммах я напишу в описании под видео. Далее мы растворяем сухие дрожжи. Так. Добавим соль и замешиваем тесто. Муку мы добавляем потихоньку. Так как мука всегда разная у всех, самое главное ориентироваться на консистенцию теста. И мы замешиваем поэтапно. Растворили сначала часть муки, далее добавляем следующую часть. Вот так. Я покажу, какой консистенции должно быть наше тесто. Вот видите, вот такое вот тесто у нас. Хочу сказать, что это универсальное тесто. На этом тесте можно готовить пироги. Вот как пирожки сегодня мы готовим. Хлеб, матнакаш. Вот оно такое мягкое. Но нам надо для пирожков чуть-чуть добавить муки. Не сильно крутое тесто и не сильно мягкое. Вот мы сейчас счищаем и будем уже замешивать руками. Вот так вот. Начинаем. Вот так вот добавляем. Смотрим по консистенции. Видите, вот такое вот тесто. Оно чуть-чуть мягкое. На этом этапе уже муки нам понадобится меньше. Так. Думаю, что мы муку уже больше не будем добавлять. Вот так. Главное хорошенько замесить тесто. И потихоньку вводим растительное масло подсолнечное. 2 столовые ложки где-то. Это я всегда на глаз делаю, уже знаю, сколько должно быть масла. Вот так вот. Складывающими движениями замешиваем тесто. Вот так где-то минуты 5 можно замесить. Это очень приятный процесс. Я очень люблю это тесто. Оно всегда получается удачно очень. Или вот так вот. Видите, уже даже не прилипает к миске. Вот так вот. Вот такое тесто у нас получилось. Видите, оно мягкое и не сильно крутое, забитое мукой, и не сильно жидкое. Вот как раз то, что надо. Мы немного смажем маслом емкость и тесто. Вот так вот. И отправим на отдых в теплое место где-то на 40 минут. Вот так вот.
Поверхность смазана маслом. Накрываем обязательно крышкой и оставляем. У нас дома тепло, я оставлю при комнатной температуре. Или можно укутать одеялом и в теплое место. Так. Мы взяли говядину, шейную часть. Так как шейная часть, она дает сочность мясу, сюда мы не будем добавлять ни сала, ничего. Поэтому вот эта часть идеально подойдет для фарша. Мы сначала перемолим мясо, потом будем жарить. Я покажу, как мы будем поэтапно это все делать. Так вот, сначала нарезаем на кусочки, для того, чтобы удобно было перемалывать. А потом перемолим через мясорубку. Вот так. Нам еще понадобится лук. Мы режем на маленькие квадратики кубиками. Фарш готов. Теперь нам надо сначала лук обжарить до золотистого цвета, а потом уже добавим мясо. Пока мы режем лук, я уже заранее поставила сковородку греться на средний огонь такой. Вот на такие мелкие квадратики мы режем. Вот так. Нальем масло, пусть масло тоже хорошо подогревается. Масло я сегодня использую подсолнечное без запаха. Вот так. Думаю, столько достаточно. Если надо будет, мы добавим еще. Вот так. Угу. Чем мельче, тем лучше лук режем. Вот так. В конце можно вот так вот еще сделать. Угу. Добавляем к маслу. Вот так. И хорошенько будем обжаривать до золотистого цвета. Ага. Мешаем и оставляем. Вот такой вот у нас лук получился. Видите, он мягкий стал, золотистый. И уже можно добавлять фарш. Добавляем весь фарш. Вот так. И чтобы не было мяса комочками, сразу вот так вот ложкой, как разбиваем на волокна. Вот так. Перемешиваем тщательно. Так, сейчас не будем добавлять воду, сначала немного протушим, если надо будет, я уже подготовила, если надо будет, добавим, если не надо будет, не добавим. Это все зависит от мяса, от сочности мяса, можно даже сказать. Сейчас добавим специи, у нас тут черный перец, красный сладкий перец, сушеный чеснок, перец хлопьями средней остроты, не сильно острый, и соль. Вот так вот мы перемешиваем. Ой, такие ароматы сейчас получится у нас. Красота какая. И добавляем к мясу.
Соль добавляем по вкусу. Мы потом в конце попробуем. Если надо будет, добавим еще. Не надо будет, не добавим. Перемешиваем. И, конечно же, я очень люблю сушеный базилик, реган из Армении. Сейчас мы немного добавим для аромата. Добавляем мы вот так вот. Так, перетираем ладошками. Так, и добавим к мясу. Мясо получается тогда очень ароматное, очень вкусное. Хорошенько мешаем и тушим при закрытой крышке. Получится мясо в собственном соку. Угу. Пока у нас фарш готовится, мы обминаем наше тесто. Посмотрите, как поднялось. Вот так вот. Немного смачиваем руки в воде. И вот так вот, посмотрите, тесто воздушное. Вот так вот обминаем. И после того, как мы это сделали, оставляем еще на 30 минут для отдыха. Вот так. Все. Видите, мясо под крышкой тушится, а я сюда ни грамма воды не добавляла. И столько у нас сока выделило мясо. Вот так вот. Где-то в течение 15-20 минут мы вот так будем тушить мясо с луком. За это время фарш уже будет готовый. Вот после первой обминки посмотрите, какое у нас воздушное тесто. Сейчас я немного руки смажу маслом. Поверхность нашу смажем маслом тоже обильно, потому что мы уже с мукой работать не будем. Я люблю пирожки жарить, чтобы, чтобы было мало масла, мало муки. Видите, уже даже не прилипает к рукам. Воздушное тесто. Вот так вот. Сейчас мы будем делить тесто на части. Я делю на глаз. Приблизительно каждый кусочек у нас 50 или 60 грамм должен весить. Мы вот так вот скругляем. Видите? Вот так вот делаем, чтобы края у нас были ровные. Защипываем кончики. Смазываем поднос маслом. Только не сильно. Так, слегка. Так. И наш колобочек маленький кладем сюда. И так мы делим все тесто наше на такие части. Обязательно накрываем пленкой, чтобы тесто не заветривалось. И оставим готовые наши колобочки на 10-15 минут, чтобы тесто наше отдохнуло, чтобы легче было нам работать с ним. Прошло уже 15 минут. Мы можем уже сформировать пирожки. Нам скалка для этого не нужна. Мы руками. Я аж чувствую пузырьки под руками. Вот так руками расправляем тесто. Угу.
Добавим фарша. Угу. И вот так вот защипываем. Старайтесь меньше масла использовать, потому что когда будет много масла, невозможно будет хорошо защипнуть эти кончики. Вот так вот. И оставим минуты на 5-7 для расстойки. Вот так. Вот так швом вниз. И так формируем все остальные пирожки. И обязательно накрываем пленкой. Подогреваем сковородку и наливаем столько масла, чтобы образовалось как эффект фритюра, чтобы пирожки плавали в этом масле. Тогда они будут не жирные, а именно хрустящие. Вот наливаем максимально масла, чтобы даже чтобы они не прикасались к дну сковородки. Вот так. Проверяем готовность масла к жарке. Кидаем кусочек теста. Видите, появляются такие мелкие пузырьки. Это означает, что масло уже готово к жарке пирожков. Вот так. Сформировали наши пирожки. Они немного отдохнули. Мы берем каждый пирожок, немножко приплюскиваем и отправляем в масло швом вниз. И так жарим до золотистой корочки. Вот так. Угу. Немножко сюда. Угу. Обязательно те пирожки, которые мы не жарим, накрываем пленкой. И вот. Я думаю, что еще одну штучку тоже можем поместить сюда. Вот так. Видите, какие пузырьки? Какое хорошее тесто у нас получилось. Ждем, пока хорошо подрумянится. С этой стороны уже хорошо прожарились. Я уже вижу, смотрите, какие красивые золотистые получились. Еще вот этот вот. Ой, такое воздушное. И вот это. Сейчас посмотрим. Это такая слегка. Ничего, мы перевернем. Жарим на таком среднем огне. И посмотрите, какие у нас получились пирожки. Очень хрустящие, золотистые. Они уже готовы. Мы переложили на бумажное полотенце для того, чтобы стекало лишнее масло. Вот так вот мы их оставляем, чтобы остывало. И продолжаем жарить дальше наши пирожки. Так. И обязательно не забываем, что пирожки мы жарим швом вниз. Все, уже заканчиваем жарить наши пирожки. Уже это последнее. Обратите внимание, какое у нас масло прозрачное. Это из-за того, что мы формировали пирожки не в муке, а в масле. Поэтому масло прозрачное. Хочу показать, какие пирожки у нас хрустящие. Смотрите. Видите? Золотистые, хрустящие пирожки. Сейчас немного остынут, и мы попробуем их. Вот такие пирожки у нас получились.
хрустящие, золотистые, ароматные. Хочу показать, какие они в разрезе. Испеклись, много начинки. Видите, какая красота. Сейчас дети попробуют. Ани, верцайся, Кези. Merci. Арсенчик, анулик, верцрик. Ням-ням. А это последний урожай инжира в этом году. Я тоже попробовала пирожки. Очень вкусные. Мы очень любим такие пирожки. Хамованы? Эрехек. Вкусно? Приятного аппетита. Друзья, пробуйте по такому рецепту. Это очень вкусно. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Смотрите. Сладкий, сочный инжир. Нани. Хацекиш, кусай.